Здравствуйте, меня зовут Раиса Демидова. Я главный мастер и создатель студии ручного кружева Delays. Этим видео мы запускаем мастер-классы для новичков в ирландском кружеве. Вы пройдете путь от простых петелек до мотивов. Вы также можете далее изучить более сложные мотивы и пройти наши большие мастер-классы по созданию одежды МК Болеро и МК Жакет. Основные материалы, которые нам понадобятся. Для знакомства с ирландским кружевом я рекомендую новичкам взять пряжу пеликан. Ниточка толстая и двойной мерсеризации. Если посмотреть на этикетку этой пряжи, то рекомендуется крючок 1,5. Ирландское кружево требует очень плотного вязания, тугого вязания, я бы сказала. Поэтому для того, чтобы сохранить форму элемента, мы возьмем с вами крючок меньше, чем рекомендуют на этикетках. Мы с вами возьмем крючок 0,9 либо 0,75. Ниточка состоит из 4 нитей, поэтому она может слоиться. Если вы себя еще не уверенно чувствуете, возьмите крючок 0,9. Я использую иголочку для слабовидящих, чтобы заправлять кончик нити. Нам понадобятся ножницы, плоскогубцы. Если вы хотите получать обратную связь, ниточки возьмите цвет нейтральный, не черный и не белый. Это для того, чтобы мне было как преподавателю видно ваше вязание. Обратную связь мы даем в телеграм-канале. Все условия для участия в этом мастер-классе вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Положение крючка в руке. Крючок можно держать в руке по-разному. Мы предлагаем два самых распространенных способа, из которых вы можете выбрать удобный для себя. В положении карандаша. Держите крючок большим и указательным пальцами, как карандаш, ближе к концу крючка. При этом крючок находится поверх руки. В положении ножа. Держите конец крючка большим и указательным пальцами. При этом крючок находится под рукой. Если у вас рабочая рука левая, то нить с клубка следует взять в правую руку, а крючок держать в том же положении, как на экране, только левой рукой. Мы специально для вас зеркально перевернули. Подача нити на крючок. Легкость подачи нити на крючок и ее натяжение зависит от того, как вы ее держите. Если вы держите крючок как нож, то тогда подача нити на крючок указательным пальцем. Как это происходит? Нитку с клубка обернуть вокруг мизинца. Посмотрите, как он оборачивается. Обратите внимание. Обернули ниточку на мизинце и пропустили через следующие два пальца со тыльной стороны ладони. Положите на указательный палец. Крючок с начальной петлей находится над указательным пальцем. Начальную петлю придерживайте большим и указательным пальцем. Чтобы подать нить для первой воздушной петли, протяните нить с клубка указательным пальцем. Вариант, когда мы держим крючок как нож. Возьмем ниточку и сделаем первую петлю. Поддеваем петлю, разворачиваем. Обратите внимание, вот это хвостик, а нить с клубка должна быть с другой стороны, должна проходить по указательному пальцу. Захватили нить и протянули петлю, затянули. Давайте теперь посмотрим, как
должна быть нить с клубка. Обернули мизинец, через 2 пальца оборачиваем указательный палец. Вот так вот должно быть натянуто на указательном пальце. Хвостик и нить с клубка. Захватываем крючочком, указательным пальцем, который мы держим как нож. Он у нас указательный палец направляющий, помощник для провязывания на крючке. Когда мы держим крючок как нож, он является нашим помощником, указательный палец. Обратите внимание, как ниточка у нас идет на руке. И в результате получаются вот такие ровные петельки. То есть натяжение нити дает возможность связать ровные петельки. Если вы крючок держите как карандаш, то подача нити на крючок со средним пальцем. Ниточку с клубка оберните вокруг мизинца. Обратите внимание, идет обмотка с другой стороны. Обернули ниточку вокруг мизинца и положили на указательный палец, пропустив через средние 2 пальца со стороны ладони. Чтобы подать нить для первой воздушной петли, подтяните ниточку с клубка средним пальцем. Посмотрите, второй вариант, когда мы крючок держим как карандаш. Держим средним и указательным пальцем. Контролирует средний палец. Посмотрите, какой захват нити должен быть. На экране перед вами вариант для левшей. Захват нити и держание крючка, как нож, либо как карандаш. Приятного творчества!